Здравствуйте, друзья! Пришло время завершить уборку урожая картофеля суперэлиты Гранада. Соседи и знакомые называют ее еще бананами, ведь длина картофеля достигает 18 сантиметров. Подробно показано в прошлом сезоне. Копать картофель решил старым методом, с контейнером и тачкой. Многие спрашивали, почему я забыл об этом. Вот и дал немножко супруге отдохнуть. Но, как оказалось, почва после дождей еще влажная, и много ее попадают в тачку, а картофель получается сильно грязный. Но копать таким способом все равно намного легче, чем согнувшись искать его в земле, особенно когда он мелкий и посевной. Но, как оказалось, этот картофель крупный, и его можно будет собрать и руками. Буквально за несколько минут накопал тачку, а это более 12 ведер. Вот такой получился урожай. Дальше сортировка и сушка. Продолжил копать картофель. Картофелекопалкой с хвостом. Картофель ложится более компактно, не скатывается в борозды, легче собирать. Мотоблоку можно копать каждый ряд, а не через один. Кстати, соседний ряд, что для самой изгороди, тоже этот же сорт. Картофелекопалка немного доработал. Заменил родной шкив на шкив диаметром 200 мм. Теперь обороты на копалке то, что надо, в пределах 500 оборотов в минуту. Да и скорость мотоблока выбрана оптимально, ведь у мотоблока 6 передач только вперед. В предыдущих комментариях часто задавали вопросы, не травмируется ли картофель и много ли остается в почве. За счет изогнутых и укороченных прутков на грохоте копалки ее работа стала нежней, урожай хранится до нового. Проверено уже это на протяжении 4 сезонов. В почве ниже ножа копалки картофель остается тоже не должно, периодически проверяю. А вот когда почва влажная, даже на отполированном лемехе, как вот сейчас, почва продвигается хуже. Из боков копалки иногда может вываливаться картофель. Вот он и может попасть под колесо копалки и при этом травмироваться или закатиться, закопаться в почву. В целом, работой такой картофелекопалки доволен, несмотря на то, что она одна из самых простецких и недорогих. А как вам такая работа? Зацените лайками или дизлайками, если не тяжело. Это тоже оценка, а мне будет над чем работать. Это не так, как было раньше, где копали мои трактор и были в поисках урожая. Вот такой, друзья, вышел урожай в этом ряду. Но копать следующий ряд, похоже, не успевает, движется дождь. Итак, друзья, прошло уже пару дней. После ливня почва слегка подветрилась, подсохла. За это время из полосы металла изготовил новый хвост. Он имеет нормальную форму. Одевается на то место, где стыковался контейнер с копалкой. Теперь практически весь картофель на вершине грядки. Борозду картофель и не скатывается. Обидно, что такой хвост на копалке у меня появился только уже по завершении уборки урожая. Но ничего, все еще впереди. И как видим, даже после дождя и довольно влажной почвы, картофель частично очищается от почвы об сетку хвоста. В прошлом сезоне в комментариях было много споров. Какой это сорт? Королева Анна или Гранада? Но все-таки пришли к выводу, что это картофель Гранада. Если так действительно, то по информации, которую я посмотрел в интернете, это новый сорт картофеля, выведен в конце 2014 года в Германии. Говорят, что ботва и клубни этого картофеля редко поражаются фитофторозом и другими болезнями. Так что будем надеяться на лучшее. А разводил его буквально с 5 картошин, дала сестра. Разрезал на части, высадил практически одни глазки, и в результате урожай ведро с горкой. А потом этот урожай превратился на следующий сезон около 10 ведер. А вот уже в этом сезоне на эти 2 ряда, длиной около 50 метров, было посажено чуть больше 3 ведер. Высаживал картофелесажалкой. Были немножко сложности, ведь он не круглый. И еще один момент. Вот в этом крайнем ряду глубоких борозд почти нет, но мотоблок с копалкой идет практически сам. Рама копалки находится в жесткой сцепке и параллельно осям мотоблока. Пару раз немного корректировал, но желательно, чтобы не заехать в забор. А в целом, друзья, урожайность этого сорта неплохая.
Ну, конечно, и не лучше. Где-то 1, наверное, к 9. Но это когда нормальные и вовремя осадки. Или есть капельный полив. Но в этом сезоне картофель рос еще в тени от соседних строений. На следующий сезон ему повезет, наверное, получше. За счет севооборота ему уже достанется, наверное, место под постоянным солнцем. И тогда посмотрим, какой будет урожай уже в следующем сезоне. Итак, друзья, уборка урожая элитного картофеля Гранада подходит к завершению. В целом урожай неплохой. И это при том, что с юга была тень от соседних зданий. Но плохо одно, что картофель грязный. А уже собрать такой урожай прямо в тачку не составляет труда. Картофель умеренно крупный, даже посадкового будет сложно, наверное, отобрать. Искать его по сторонам или в глубине нет смысла, но периодически проверял лопатой, чтобы в почве ничего не осталось. Но попадался картофель только размером с вишню, который проскочил через грохот. А дальше на сортировку, везем прицеп, это работа уже супруги. Так что на прицепе сейчас урожай с одного 50-метрового крайнего ряда картофеля. На посадку ушло 1,5 ведра. Какая получилась урожайность, еще не считали. Но 1,5 тачки по 12 ведер там есть точно. Думаю, это нормально. Далее под навес, без доступа солнца, а холодным утром, электролифтом опускаем такой урожай в погреб с автоматической вентиляцией и климат-контролем. А вот так выглядит этот участок дней через 10. Посеянный сидират, горчица. А на участке, что левее, сидират посеянный чуть раньше. Но тут, друзья, появились желающие попробовать на вкус, что здесь растет. Но если честно, такой яркой гусеницы я еще не встречал. Пожалуйста, признайтесь, откуда такая красавица сбежала? Верну бесплатно обратно. Но буду надеяться, что такой зеленой массы будет достаточно всем. Ну, надеюсь, кроме того, будет меньше сорняка, проволочники уйдут подальше. Вот и все, друзья. Всем здоровья, успехов, хороших урожаев, удачи и до встречи на канале. Впереди еще видео о плугах, их настройках и много другого. До свидания.